Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Я свое утро начинаю с мытья посуды, понятное дело, не прям как встала, позавтракала. И вот теперь мою посуду. Я еще помыла форму. Для выпечки я и не пользуюсь. Я пользуюсь в основном только силиконовыми, но поскольку я в предыдущих видео показывала то, что я перемываю всю посуду, и до формы тоже дошло. И тут еще открывашка для бутылок. Пользуюсь редко, и в общем, недавно ей воспользовалась и решила, что вообще-то ее тоже надо помыть. Во многом и зубная щетка в помощь. Так что перемываю. Кстати, да, у меня еще впереди нужно помыть все столовые приборы, которыми я пользуюсь, в первую очередь. А потом, как будет время, еще то, что я храню в коробке, то, что не использую на постоянку. Сейчас протираю раковину и забегаю вперед. Как только я ее помою, сразу выяснится, что есть еще посуда. Я думаю, такое бывает. Не только у меня. Я высыпала полностью весь порошок чистящий, это Пемолюкс. У меня нет в нем необходимости, это еще мама покупала, и средство уже лет, мне кажется, 6, а то и 7 стоит. В общем, для сыра, для колбасы контейнеры, они из Фикс Прайса очень хорошие, потому что был контейнер от Tupperware для сыра, и это, конечно, та еще пакость. Хотя от Tupperware есть и очень классные вещи. Да, я помыла бутылку с антижиром, потому что она вся какая-то была сверху грязная. Но она за кадром мне еще понадобилась. Пока у меня тут кастрюлька отмокает, ее на самом деле уже сейчас можно мыть. Тут недолго прошло время, буквально минут 15. Всю воду выпила, поэтому сажу еще. Здесь все протерла. Тут все помыла. Вы знаете, вот действительно, почему люблю протирать все каждый день? Потому что это занимает, минуту. Я имею в виду, допустим, протереть морозилку. Я поскольку основательно убиралась, мыла посуду, и подобное, везде все, тут, конечно, запустила, поэтому пришлось со всех сторон и антисептиком. Вы знаете, у меня антисептик, который именно и очищает, и все дела. То есть он не в смысле просто дезинфицирует. И кофеварку мыла, и тостер, которым вообще не пользуюсь, непонятно, почему он опять грязный, до Нового года его мыла. Весы, понятное дело, используются ежедневно. На столе тоже мыла. Плиту и чайник еще не стала мыть, потому что буду готовить. Там ужин у меня еще есть, а суп закончился. Подружка позвала меня съездить в магазин, и я, в общем-то, согласилась. Мы с ней ездили в такой несетевой магазин, потому что, вообще мы с ней любим покупать там одежду и так далее, все-таки в магазинах именно сетевых. Потому что и бонусы, и скидки, и все-таки получше, чем всякие маленькие, но вчера мы везде были и, решили съездить для интереса. Этот магазин оказался закрыт. И мы увидели зато там вместо Фикс Прайса магазин Чижик. Чижик это типа как аналог Светофора, там процентов на 20 дешевле, чем в других магазинах. Мы у нас недалеко от дома открылся такой магазин. Мы несколько раз его даже проезжали, но он в пешей доступности вообще. Но как-то мы туда еще не дошли. А канал Тип-Топ ТВ или что-то такое, я забыла уже, снимала женщина обзор именно в нашем магазине. В принципе, мне понравилось, я подумала, что самой надо посмотреть. Но пока туда не дошла, а где мы были, Чижик только открылся. И там еще не все даже полки заполнены товаром. Поэтому и мне особо ничего было не надо. Подружка там набрала достаточно много всего, потому что, у нее 2 детей, так что ей актуально.
А я посмотрела, увидела мед цветочный, а здесь 500 грамм и цена 99 рублей с копейками. Но это хорошая цена, я, правда, не знаю качества меда, потому что то, что я беру, допустим, в пятерочке или верном, там по 49, по 50 там, с чем-то рублей за 150 грамм, это как бы хороший мед. Ну, вполне себе достойный, как мне кажется. Потому что вот я когда-то брала в Ашане банку, по-моему, килограммовую, что ли. Ну, гадость. Просто гадость. В теории для выпечки сгодится, но в целом я его, наверное, больше покупать не буду. А этот я сейчас попробую. Как раз сделаю себе чай, ну и бутербродик съем. Почему бы нет? А вот в пятерочку я зашла, взяла какао, потому что я пеку, и имбирное печенье, там и еще что-то всегда в ходу. Мне нравится или золотой ярлык, или Ашан с птичкой. Причем Ашан с птичкой нравится больше. Но, кстати, и тот вариант, и этот вариант в Ашане дороже, чем в пятерочке. Я вот до новогодних праздников вообще по 89 брала, а сейчас 99. Но это хорошая цена, потому что в Ашане дороже. Хотя, может быть, и подешевело, но что вряд ли. В Чижике я даже не смотрела, потому что забыла. А вот уже пришли в пятерочку, я вспомнила. В общем, сейчас я сделаю чай себе и приступлю к уборке. Именно вот буду с пряжей разбираться, потому что мне нужно еще посмотреть, есть ли у меня пряжа мятного цвета, сколько у меня вообще ее осталось. Но если нет, то буду выкручиваться голубой, потому что я вяжу салфетку в виде совушки, белую с мятной. И мне нужно еще одну. В общем, чтобы была пара совушек. Прям очень надо в ближайшее время. И я подумала, что если что, будет вторая совушка белая с голубым. Ну или с розовым, но нет, наверное, с голубым. Заварила чай Тесс с розовым перцем, и сейчас буду пробовать мед. Очень даже хороший мед, достойный, можно покупать. Ну а сейчас я буду разбираться с пряжей. Я в предыдущем влоге рассказывала, но кто впервые на канале, поясню, что у меня здесь скопилось огромное количество пряжи. Вот в этом шкафу у меня много чего для творчества, но там уже нет места. И вот в гладильный комод, поскольку я им не пользуюсь по прямому назначению, я положила шерсть для валяния, для вязания, но потом я еще стала покупать хлопок, и у меня его стало очень много. И сюда это тоже не помещается. Поэтому я сейчас сделаю следующим образом. Опять же, рассказывала, но повторюсь. Здесь у меня, так, минутку. Здесь у меня в этом комоде в икеевском хранится постельное белье. Разумеется, не все, а то, чем я постоянно пользуюсь, и то белье, которое в целом мне нравится, и какие-то полотенца, которые я использую, которые подходят по цвету и тому подобное. Гладильным комодом я не пользуюсь, как я уже сказала, по назначению. Я подумала, что вот именно туда я сложу прям вот совсем-совсем те простыни, комплекты, полотенца, которые я вот постоянно использую, потому что даже то, что здесь хранится, и то используется только там небольшой процент. И в освободившемся там одном, а может быть даже два ящика, хотя бы один надо освободить, я сложу пряжу. Посмотрим, это как я вижу, а там не знаю. Потому что вот здесь, в икеевских чемоданах, там у меня в одном из чемоданов хранится белье, которое там тоже новые комплекты есть, но которые мне не актуальны. Или полотенца, которые не актуальны по цвету. Еще мне предстоит, конечно же, уборка на балконе, потому что я из комнаты принесла игрушки, кинула их здесь. Книжки нужно найти место. В общем, как-то так. Сегодня я только цветы полила. В принципе, еще можно и вот в этом комоде я тоже буду разбираться. Просто пряжу точно я здесь не хочу хранить. Наконец-то дошли руки до уборки.
давно уже хотела это сделать. Я ненавижу, когда все вот так навалено, накидано, но, в общем, как есть. Я сейчас сортирую нитки на хлопок и на акрил. К хлопку я также складываю вискозный шелк, к акрилу шерсть. Ну вот на две такие кучки. Потом все это уже буду раскладывать. У меня тут и небольшие моточки, абсолютно новые. Я покупала сама, плюс мне в Леонардо вообще бесплатно купоны бывают. Потом ученицы дарят, друзья. Здесь везде вот просто все лежит. Потому что также вот мне и ученицы и свои нитки приносят. Ну а поскольку у меня где-то с мая месяца я вообще жила в каком-то таком ритме бешеном просто, то вот уже на нитки не хватало времени, только вот вязать. И то я даже никак не могу толком начать заниматься интернет-магазином. Потому что ярмарка мастеров мне совершенно не нравится. Когда-то я на ней вполне нормально продавала вещи, но с тех пор, как это место стало популярным, сначала там просто стали, еще можно было продавать, но случались казусы, потому что люди шли как бы на то, что наслышаны, что там ручная работа, классные вещи, но при этом абсолютно, знаете, забывали, что это не... В общем, что это ручная работа, что у нас тут не производство. А сейчас, конечно, это вообще уже что-то с чем-то. То есть покупать подписку, это все равно ничего не значит, потому что подписка стоит, слава богу, недорого и зависит там на месяц или на сколько, и сколько товаров в магазине, но при этом продвижения никакого нет. Чтобы продвигать, нужно за это тоже платить. Но вот продвижение стоит уже нешуточных денег. И, например, комплекты салфеток, которые я вяжу, понятное дело, комплект, да даже одна салфетка все равно будет стоить дешевле, чем какая-нибудь салфетка. И то есть у меня, я не делаю бешеных наценок и так далее, и то все равно для большей части людей, это будет такая покупка существенная. А если платить за продвижение, которое, понятно, не значит, что она что-то даст, я не знаю, вещь должна стоить уже как крыло Боинга, простите, поэтому это не вариант. Я хочу найти что-то другое. Мне вообще не нравится на ярмарке мастеров функционал уже давно, но на это нужно время. Я вот разбираю сейчас этот гладильный комод и в пакет сложила такие квадратики вязаные. Это я вязала, собиралась сделать сумку. В ближайшее время я, конечно, надеюсь ее закончить. Просто я вязала, когда у меня болела собака, а дальше вот с собакой сами знаете, что случилось. И да, я до сих пор случилось 5 что ли, июля, но я до сих пор не отошла от этой ситуации. Так что не до того было. Ну а сейчас я буду раскладывать белье. Вот это белье оранжевое, оно из сатина, причем такого просто самого лучшего, я бы сказала, качества. На нем так приятно спать, это вообще что-то. Я просто заранее там из ящика все достала, хотя сейчас еще что-то предстоит, но пока я взяла самое основное, так как не знаю, сколько туда поместится. Вот эта простыня, край как странная. Она на резинке, но резинка не полностью, а только по уголкам. Вот этот комплект не очень приятный, но в целом простыня нормальная. Это из Leroy Merlin, но из их интернет-магазина он как бы отдельно от непосредственно Leroy Merlin. И
Ну, по крайней мере, раньше так было, и это не ассортимент основной. Там были недорогие цены, мне нравилось. Ну, потому что я в Леруа Мерлен одно время ездила часто, и могу сказать, что такого там не было, и в их интернет-магазине тоже было заявлено, что в оффлайн-магазине этого нет. Но при этом это не приложение, не их основной сайт. Я, честно, забыла, как это называется. Вот еще немножко дополнительно всего. Просто я в своей комнате, где раскрашиваю и так далее, там я в основном сплю. И у меня там, я использую 2 простыни на резинке. И все. Сейчас надо пропылесосить, там скопилось пыли, ну и, соответственно, еще помыть полы. Ну так вот, я в той комнате использую только 2 простыни на резинке, остальные мне не актуальны, а здесь, когда любимый приезжает, то мы в этой спальне, ну тут другие комплекты, как раз из сатина и так далее. Хотя пододеяльники я и в той комнате использую. Так, в общем-то, комод заполнен, что радует, и теперь сверху вот эту, но это временно. Накидываю. Сейчас буду раскладывать акриловые нитки, самые маленькие моточки, остатки буду вот в один пакет складываю, чтобы удобнее было, потому что именно они чаще всего разматываются и потом возникают проблемы. Так что это все в отдельный пакет. Ну а там посмотрю, как и что. Думаю, что надо будет еще второй ящик. Настало время раскладывать все по ящикам. Ну, теперь уже забегая вперед, точно скажу, что буду освобождать второй ящик, потому что сюда поместился акрил, и я еще положила туда шерсть для валяния, и то это прям вот полностью под завязку. Ну, опять же, пока так. Ниток у меня не так много по сравнению с другими, кто вяжет, но их все больше и больше становится. В принципе, надеюсь, что когда-нибудь у меня вообще будет огромное количество ниток, чтобы прям все по цветам, по оттенкам было. Но в целом и из этого можно много чего связать. И теперь вот как раз-таки шерсть. Сейчас готовлю ужин, потому что он у меня все-таки закончился, так как не было обеда, и я ужин съела на обед. У меня есть мультиварка, целых 2, и есть еще пароварка, но я не хочу ничего такого мыть сейчас, поэтому взяла вот таким образом. А сейчас еще быстрее все приготовится. И варю рис с куркумой, петрушкой, укропом и базиликом. Я собиралась готовить, поэтому, как и говорила, плиту мыть не стала. Ну, в общем, сегодня не до готовки. Ну ладно, и такое бывает. Села поужинать, я не стала заранее отделять мясо от костей. Честно, нет сил, уже в процессе все это сделаю, просто сегодня совсем не хочу. Потом, может быть, еще немножко поубираюсь, если будут силы. Для косточек положила вот пиалку. Ну что ж, завтра я продолжу уборку. Здесь я все разложила. Вообще, в идеале, мне в принципе не нравится здесь комод. Точнее, сам комод мне бы тут нравился, если бы его можно было вот так поставить. Но он сюда не вмещается, к сожалению. А таким образом мне не совсем нравится. Ну ладно. Этот вот красный ящик с инструментами, это я уберу, это в Питер отправится в ближайшее время. Вот. Ну, вот это вот типа скатерть меня тоже не устраивает, она в смысле хорошая, но не здесь. Так, вообще вот этот шкаф я, по-моему, уже говорила, либо потом покрашу, либо продам.
икеевский вот сервант я тоже перекрашу. Но этот так останется. Этот комод либо перекрашу, либо продам. Стол перекрашу однозначно. Чтобы здесь было все черное и светло-серое. Вот, как-то так. Потому что диван такой. Вот это, да, я вывалила тут белье из второго ящика. В первом ящике у меня шерсть для валяния и акрил. Ну да, акрил в основном, и еще какая-то там пряжа. Вот. Во втором ящике у меня хлопок, потом вискозный шелк. Вообще, спасибо, это и я покупала, там хлопок и мне дарили Тамара, Юля, Диана с Таней, так что спасибо. Так, а здесь лежит, ну, как видите, всякие там шнур, потом еще какие-то нитки, вот те бордовые и вот эти черные, как мне объяснили, вроде бы они для ковров. Но я такое связать-то могу, но пользоваться не пользуюсь. Но в целом, если у меня здесь все будет черно-серое, то в принципе здесь, наверное, какой-нибудь красивый коврик или овальный, или круглый, он бы, наверное, не повредил, потому что у меня балкон хоть и застекленный, там комфортно, и, в общем-то, можно выходить зимой. И там у меня, ну, вы знаете, зеленый коврик, такой пушистый, но там можно спокойно находиться, но, тем не менее, он не утеплен так, чтобы там было жарко. И, соответственно, у меня балконная дверь всегда открыта, поэтому пол тут холодный. Соответственно, ну, в теории можно связать какой-нибудь такой овальный, круглый, ну, чисто вот, не знаю. Или вот сюда, или сюда, да, полы завтра буду пылесосить. Такой вариант хранения здесь меня не совсем устраивает, но он определенно лучше, чем был. Потому что все в постоянном доступе, ну, как минимум, да. Потом я все равно буду все менять, но на данный момент мне вот нужны были эти перестановки, чтобы уже было более комфортно. Я думаю, что действительно как-нибудь, когда будет время, я из черной пряжи, она просто ни на что другое, я из нее вязала носки, но они неприятные, жесткие. Можно было бы сделать наволочку для декоративных подушек, но это тоже неприятно. А вот коврик, я думаю, что самое то. А вот из бордовых ниток я, может быть, свяжу коврик, а может быть даже и два в Питер. Ну, не на дачу, конечно. На даче я вообще против всяких ковриков, так как вечно вся эта земля, прочее тащится в дом, и приходится по 2 раза подметать и полы мыть утром, вечером. Вот. И, соответственно, а вот в город, там прям такой кафель в туалете, в ванной, и, ну, тоже, наверное, коврик не помешал бы. Я так думаю. А вот это завтра у меня отправится в такой же комод икеевский, но на балконе. Потому что там полупустой комод, надо это все переложить, скажем так, в 2 ящика, а в 3 вот это сложить. Но я думаю, вообще много чего со временем освободится. Это уж точно. Ну а сейчас это видео я буду завершать, пойду мыть посуду и ложиться спать. А, и вот тут у меня пряжа, это мне для салфеток. Я как раз мятную не нашла, и будет голубая пряжа. Я там делаю салфетки в виде совы. Мне нужно 2 штуки. Если данное видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм. 3 семерки, рыжая, 3 восьмерки. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения во всем. И до скорой встречи. Всем пока-пока.